Привет! Добро пожаловать в новый мастер-класс. Сегодня будем с вами вязать зайку-тянучку. Нам нужно будет связать 4 детальки. Это вот такое ушко, лапка, тело, глазик и ручка. Если вы хотите, чтобы ножка шуршала, я для этого использую, как она называется, фольга для запекания, пакет для запекания. Вот. Я нарезаю вот такими полосочками. Покажу вам, как вставляю. Дальше у меня во второй ножке будет бубенчик. Можете с ним, можете без него делать, смысла не имеет. Из пряжи нам понадобится белый джинс Ярнард, черный для глазика, чуть-чуть буквально. И основной цвет у меня будет розовый. Если вам понравился цвет, 36 номер. Крючок 1,5 миллиметра я вяжу слабо. Маркер, холофайбер. И нам понадобится кусочек ткани. Абсолютно любой. Можете взять вообще любой. Хлопок, не хлопок, неважно. Он будет внутри, его будет не видно. Нам нужно 2 квадратика размером с тело на сантиметр примерно больше, чем тело. 2 квадратика нужно будет. У меня вот такая хлопковая ткань. Все, в принципе, все. Больше ничего не нужно. Давайте начнем с вами. Давайте с глазика. Берем черную ниточку. У меня Ярнард джинс, повторюсь. Набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Дальше первую пропуская, во вторую по цепочке вяжем 1 столбик без накида, 2 столбик без накида. В последнюю вяжем 3 столбика в одну. 1, 2, 3. И по обратной стороне вяжем 1 столбик без накида и 2 столбик, но его мы не довязываем. Обрезаем ниточку. Все, черный убираем, он нам больше не понадобится. Берем белый. Довязываем этот последний столбик белой ниточкой. Делаем воздушную петлю. Разворачиваем работу и в обратную сторону вяжем 2 столбика без накида, 3 прибавки. 1, 2, 3. 2 столбика без накида. 1, 2. Воздушная петля, разворот. В обратную сторону вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. 1 столбик без накида, 1 прибавка 3 раза. Столбик без накида, 1 прибавка, столбик без накида, 2 прибавка, столбик без накида, 3 прибавка и 2 столбика без накида. 1, 2. Все. Оставляем ниточку подлиннее, чтобы пришить. Так, вот эти ниточки я протягиваю куда-нибудь чуть-чуть подальше. Вот черную сюда на серединку. Белую на серединку. Завязываю на узелок. И вот эти все лишние ниточки, так, вот эту длинную мы оставляем, а вот эти лишние все
обрезаем. Так. Ну вот. Глазик. У нас их должно быть 2. Так. Дальше давайте свяжем ручку. В кольцо амигуруми. Первое закрепительное. 6 столбиков без накида набираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше второй ряд вяжем 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, вяжем третий ряд. 1 столбик, 1 прибавка, 6 раз. Первая прибавка, вторая, столбик без накида, третья, столбик без накида, четвертая, столбик без накида, пятая, столбик без накида, шестая. Так, следующий ряд вяжем 2 столбика, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2, первая прибавка, 1, 2, вторая, 1, 2, третья, 1, 2, четвертая, 1, 2, пятая, 1, 2, шестая. У нас получается 24 столбика в работе. Теперь провяжите самостоятельно 3 ряда без изменений по 24 столбика без накида. Так, провязали 3 ряда без изменений. Дальше вяжем 2 столбика убавка 6 раз. 1, 2, убавка 1, 1, 2, убавка 2, 1, 2, убавка 3, 1, 2, убавка 4, 1, 2, убавка 5, 1, 2, убавка 6. Провязали. Начинаем, теперь нам нужно будет провязать 6 рядов. У нас осталось в работе 18 столбиков. Нам надо провязать 6 рядов без изменений по 18 столбиков. Первую петельку этого ряда я провязываю, не довязываю белой ниточкой. Белые ниточки убираем. Берем розовые. Довязываем эту первую петельку розовой. Затягиваем и вяжем. (18 столбиков без изменений, 6 рядов).
Так, провязали 6 рядов без изменений по 18 столбиков без накида. Вяжем дальше убавка. 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Убавка. На этом этапе наполняем ручку. Когда наполняете, смотрите, чтобы ручки обе были одинаковые. Все наполнили. Складываем пополам и сшиваем за обе стеночки ручки столбиками без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Все, завершаем соединительным столбиком, обрезаем ниточку. Ручки у нас готовы. Так, дальше будем вязать с вами тело. Маркер нам не понадобится. Так, вот нам нужно связать такое полотно. Так, набираем цепочку из 26 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Начиная со второй петли вяжем по цепочке 25 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. И в 25-ю последнюю петельку мы вяжем 2 столбика без накида. То есть у нас получится 25 и 26. Делаем воздушную петлю, разворачиваемся. Первую петельку, вот эту 26-ю, что мы набрали, мы ее пропускаем, начинаем вязать со второй. В обратную сторону 25 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. И последняя 25-я петелька, мы опять вяжем 2 в одну, 2 столбика, 25-я и 26-я. Так мы вяжем в первых 2 рядах. Начиная с 3-го ряда, я вам сейчас покажу, воздушная петля, разворот, опять со второй петли
Вяжем 25 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. И 26-ю петельку мы провязываем вот здесь вот в боковушку. Боковую петельку находим, провязываем, делаем петлю подъема, разворачиваем, пропуская 26-ю, со второй начинаем вязать опять 25 столбиков, 26-й в боковую. Опять петлю подъема, разворот, и начиная со второй петли в обратную сторону. Это мы делаем для того, чтобы у нас получился ровный краешек. То есть мы провязываем 26-ю петлю в конце каждого ряда, и в начале каждого ряда мы эту 26-ю петлю пропускаем. То есть начинаем вязать со второй петли. Нам нужно провязать 20 рядов розовой ниточкой и 10 рядов белой ниточкой. Провяжите самостоятельно. Вот 3 уже провязали, еще 17. Я довяжу до перехода и покажу, как я меняю ниточку, подключусь к вам. Все, вяжите 20 розовых, 10 белых. Итак, смотрите, вот я довязываю 20 ряд. 23, 24, 25 в боковушку. 26-ю вывожу, но не довязываю ее до конца. Обрезаю ниточку, беру белую, довязываю эту петельку 26-ю белой, делаю воздушную петлю и разворот со второй петли начинаем уже вязать белой ниточкой еще 10 рядов. Так, вот довязала я 10 ряд, 25 петелька, и 26-ю я вяжу соединительным столбиком и обрезаю. Так. Все. Вырезаю покороче. Узелки завязываю. Значит, вот эти вот ниточки, чтобы они нам потом не мешали, когда мы будем делать обвязку, когда будем пришивать, я вывожу вот так все, на уголочках тоже. Никак не закрепляю их, они потом, они будут спрятаны. Так, дальше что мы сделаем? Берем ткань, я кладу здесь какую-нибудь ручку, все равно тут примерно сантиметр. Отмеряю примерно сантиметр по бокам. Вот это можно будет обрезать. Все. И вырезаю таких 2 квадратика.
Можно неровно, это не обязательно. Все равно будем подворачивать. Так. Так, давайте с вами, знаете, что еще свяжем? Давайте свяжем с вами хвостик маленький. В кольцо амигуруми розовый я сделаю 6 столбиков. Раз, два, три, четыре. Убегает ниточка. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Затянем. 6 прибавок. Раз, два, три, 4, 5, 6. Один столбик, одна прибавка, 6 раз. Следующий ряд. Раз, прибавка, 2, прибавка, 3, прибавка, 4, прибавка, 5, прибавка, 6 прибавка, 18 столбиков у нас получилось. И давайте 2 ряда по 18 столбиков без изменений провяжем. Так, все, провязала я 2 ряда по 18 столбиков, завершила соединительным столбиком. Сейчас мы что сделаем? К одной части я пришью вот сюда хвостик. Я в хвостик добавлю пакет для запекания, чтобы он шуршал. Можете холофайбер добавить, если не хотите, чтобы он шуршал. Я его, когда буду пришивать, добавлю. Ну, такой поменьше кусочек отрежу. Дальше самостоятельно тоже сделайте глазки. Пришиваем к части. 4 ряда. Отступаем. Между глазками примерно 4 петельки. Вот так я их пришью. И потом уже вернемся, оформим мордочку. И я покажу, как пришиваю ткань и наполняю игрушку. Так, смотрите, глазки я пришила. Хвостик тоже пришила. Подготовила иголочку с ниточкой для пришивания ткани. Сейчас мы вышьем бровки, реснички, носик. Черная ниточка. Ищем серединку. Так. Носик можете, в принципе, вышивать какой хотите. Треугольничком. Просто вот такой можно сделать несколько стежков. Я сделаю его треугольничком. Так. Дальше сделаем реснички. Ввожу черную ниточку сюда.
сделаю несколько раз. Вот. Еще раз. Выведу первую ресничку. И вторую. Дальше. Только сильно не затягивайте, чтобы не стянуть полотно. Дальше второй глазик. Точно так же. Так, первую ресничку. И вторую. Так, и бровки. Сейчас возьму иголочки. Так. Ну да. Ну, чтобы ниточку много не обрезать, просто не затягивайте. Первая. Вторая. Так, вот бровки. Сзади я тут протяну чуть-чуть. Не затягивая. Вниз. И завяжу, тоже не затягивая на узелок. Лишнее обрежу. Так, это убираем. Дальше что мы делаем? Берем обычную иголочку с обычной ниточкой. Поворачиваем к себе изнанкой зайку. Берем наш вырезанный квадратик. Подгибая концы, будем пришивать за второй ряд. Здесь тоже по боку, оставляя чуть-чуть, примерно по второй петельке, тоже будем пришивать. Оставляем ряд для того, чтобы потом делать обвязку. Так. Для удобства я прикрепляю булавочками. Ниточки все туда завожу внутрь. Все. И обычным швом, каким вам удобно, любым абсолютно, пришивайте, только старайтесь цеплять стеночки, которые вот здесь вот на изнанке, чтобы не цеплять спереди, чтобы не был виден шовчик. Абсолютно любым швом можете, и таким. Я обычным. Все, по периметру вот так пришиваете обе детальки, обе части, и одну, и вторую. Вот, пришиваете, сторону пришили, подогнули, пришили следующую, подогнули,
пришили следующую, подогнули, пришивайте следующую до серединки, набивайте холофайбером и пришивайте до конца. Все, я думаю, вы справитесь самостоятельно с этим. Обе детальки, их должно получиться 2 набитые. Так, вот смотрите, обвязала я. Осталось небольшое отверстие, я через него наполню. Холофайбером хорошо наполняйте, но не плотно. Так, еще чуть-чуть сюда в уголочек. Все, и дошиваю до конца. Вот. Со второй деталькой делайте то же самое. Итак, смотрите, вот такие 2 подушечки у вас должны получиться. Хвостик у меня шебуршит. Откладываем их в сторону и будем вязать теперь ножку с ушком. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо. Первый ряд 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, первая прибавка, 1, вторая прибавка, 3, 4, 5, столбик без накида, 6 прибавка. Эту ниточку. Дальше следующий ряд вяжем 2 столбика, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2. Первая прибавка. 1, 2. Вторая прибавка. 1, 2. Третья. 1, 2. Четвертая. 1, 2. Пятая. 1, 2. Шестая. Следующий ряд 3 столбика прибавка, 6 раз. 1, 2, 3. Первая прибавка. 1,
2, 3. Вторая прибавка. 1, 2, 3. Третья. 1, 2, 3. Четвертая. 1, 2, 3. Пятая. И 1, 2, 3. Шестая. Следующий ряд вяжем 2 столбика прибавка. 1, 2, прибавка. 4 столбика прибавка 5 раз. 1, 2, 3, 4. Первая прибавка. 1, 2, 3, 4. Вторая прибавка. 1, 2, 3, 4. Третья прибавка. 1, 2, 3, 4. Четвертая. 1, 2, 3, 4. Пятая прибавка. И в конце ряда 2 столбика без накида. Сейчас, минутку. У нас получается в ряду 36 столбиков без накида. Теперь провяжите самостоятельно 4 ряда по 36 столбиков без накида, без изменений. Так, провязали 4 ряда без изменений по 36 столбиков без накида. Дальше вяжем 2 столбика без накида, убавка, 4 столбика убавка 5 раз. 1, 2, 3, 4. Первая убавка. 1, 2, 3, 4. Вторая. 1, 2, 3, 4. Третья. 1, 2, 3, 4. Четвертая. 1, 2, 3, 4, пятая. И до конца ряда 2 столбика без накида. У нас остается в работе 30 столбиков. Следующий ряд вяжем 30 столбиков без изменения. Один ряд. Так, провязали один ряд 30 столбиков без накида. Теперь вяжем следующий ряд 3 столбика убавка, 6 раз. 1, 2, 3. Убавка 1. 1, 2, 3. Убавка 2. 1, 2, 3. Убавка 3. 1, 2, 3. Убавка 4. 1, 2, 3. Убавка 5. И 1, 2, 3. Убавка 6. У нас остается в работе 24 столбика. Теперь нам нужно провязать один ряд без изменений, 24 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Я буду вставлять в одну ножку звоночек. Вы можете просто холофайбером набивать. Набиваем холофайбером. Вот туда в серединку вставляю звоночек. Сейчас уж, простите, будет звенеть. Так. Потом еще чуть-чуть набьем. Все. Следующий ряд вяжем 2 столбика убавка 6 раз. Раз, два. Первая убавка. Раз, два. Вторая убавка. Раз, два. Третья убавка. Раз, два. Четвертая. Раз, два. Пятая. Не очень удобно и держать колокольчик этот, но ничего. Раз, два. Шестая. Следующий ряд вяжем 18 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Провязали 18 столбиков без изменений. Дальше вяжем 1 столбик, 1 убавка 6 раз. Столбик без накида. Убавка 1. Столбик без накида. Убавка 2. Столбик без накида. Убавка 3. Столбик без накида. Убавка 4. Столбик без накида. Убавка 5. И столбик без накида. Убавка 6. Дальше провязываю следующую петлю
не до конца. Да, поменяю цвет. Но чуть-чуть сначала холофайбера туда добавлю в ножку. Чтобы она поплотнее чуть-чуть была. Со всех сторон, вокруг колокольчика. Лишнее убираем. Так. Вот. Наша петелька первая в следующем ряду. Белую ниточку мы обрезаем. Берем розовую. Довязываем эту первую петельку. У нас в работе 12 столбиков без накида. И теперь нам нужно 12 столбиков без накида провязать 60 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Вот я первые петельки провязываю, 5 провязала. Ниточку эту завязываю, прячу, обрезаю смену цвета. В общем, вяжем сейчас по 12 петелек без изменений 60 рядов. Я считаю проще. Это 720 петель. Я не считаю ряды, я просто вяжу без маркера по кругу 720 петель. Все, провяжите их самостоятельно. 60 рядов по 12 столбиков без накида, либо просто 720 столбиков без накида по кругу. Так, смотрите, провязала я 60 рядов по 12 столбиков без накида. Это 720 столбиков без накида по кругу. Теперь мы переходим на вязание ушка. Ставим маркер. В работе у нас всего сейчас 12 столбиков. Вяжем прибавка. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Следующий ряд вяжем. Прибавка. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, и так нам сейчас нужно провязать будет еще. Чтобы не греметь, тут собаки разлаялись. А следующий ряд провяжите прибавка 7 столбиков без накида, прибавка 7 столбиков. Затем ряд прибавка 8 столбиков, прибавка 8 столбиков. Затем ряд прибавка 9 столбиков, прибавка 9 столбиков. Прибавка 10 столбиков, прибавка 10 столбиков.
Дальше прибавка 11 столбиков, прибавка 11 столбиков, прибавка 12 столбиков, прибавка 12 столбиков и прибавка 13 столбиков, прибавка 13 столбиков. У нас в работе получится 30 столбиков без накида. И потом провяжите еще 30 столбиков без накида, 6 рядов без изменений. Так, смотрите, я вам выписала на листик. Можете на стоп нажать и переписать себе все ряды ушка. Встретимся с вами, когда провяжете эти 15 рядов. Итак, провязала я 15 рядов вот этих вот ушка. Дальше вяжем 16 ряд ушка, 3 столбика убавка, 6 раз. Раз, два, 3. Первая убавка. Раз, два, 3. Вторая убавка. Раз, два, 3. Третья. Раз, два, 3. Четвертая. Раз, два, 3. Пятая. Раз, два, 3. Шестая убавка. Так, на этом этапе я буду вставлять сейчас в ушко. Вы можете ничего не вставлять, оно может быть просто пустое. Я же буду вставлять для запекания рукав. Я вот так загибаю на палочку от суши и просовываю. Потом придерживаю фольгу, палочку достаю. Все. Лишнее обрезаю. Вот это туда немножко еще подворачиваю, чтобы побольше было шуршалки. Все. Теперь ножка и гремит, и шуршит. Так, это мы 16 ряд ушка провязали, 3 столбика убавка 6 раз. Дальше самостоятельно провяжите 17 ряд, 2 столбика убавка 6 раз. 18 ряд, 1 столбик убавка 6 раз. Ну и завершающие 6 убавок. Сейчас вяжем 2 столбика убавка 6 раз, потом 1 столбик убавка 6 раз и потом 6 убавок. Так, смотрите, провязала я последний ряд 6 убавок, вытянула ниточку, продела ее в иголочку. И теперь дырочку вот эту буду закрывать, стягивать иголочкой. Стянули, завязали на узелок. И куда-нибудь вывели, спрятали. Все. Ушко второе готово. Ушко-ножка. Сейчас будем собирать. Я сейчас повыше подниму. Подняла повыше. Для сборки нам надо крючок, маркеры. Вот такие я возьму. Несколько штучек. Несколько маркеров. Так. Лишнее все убираем. И розовая ниточка. Так, для начала
я скреплю маркерами все уголочки. Где же фокус? По 4 сторонам уголочки скрепляю. Это для того, чтобы равномерно получилось сделать обвязку. Так. И здесь. Все. Уголочки скрепила. Теперь начинаю с этой стороны. Буду обвязывать столбиками без накида. Первый закрепляющий. И вы смотрите, чтобы главное не натягивалось. Можете, ну, вот тут на боковых частях можно в каждое отверстие по одной, смотрите, где-то по 2 столбика без накида на обвязку. Обвязываем. Так, обвязываю до ресничек. Просто столбиками без накида. Сшивая. Смотрите, чтобы не натягивалось. Если начинает натягиваться, вяжите по 2 столбика. Соединительно сделала столбиками без накида. Просто не очень это делать на камеру удобно. Так, обвязываю до ресничек. Вот так вот у нас получается. Еще один столбик. Отлично. Дальше беру ручку и уже обвязываю вместе с ручкой. Петелька на ручке. Петельки на теле. На ручке. На теле. Чередуем, поправляем. Так. Угу, не хочет вылазить. Так, на ручке последняя. Чуть-чуть ввяжем хвостик с ручки. Продолжаем до уголочка обвязывать ручку, когда ввязали, столбиками без накида. Здесь я эту ниточку с ручки обрежу и спрячу ее
сюда, внутрь. Так. Довязываем до уголочка. На уголочке я провяжу 3 столбика в одну, чтобы немножко закруглить. И теперь будем вставлять наши ушки-ножки. Одна. Дальше вторая. Смотрите, между ушками у меня будет расстояние посерединке 3 петельки, а между ножками я сделаю расстояние, ну, скажем, 8 петелек, чтобы они чуть-чуть пошире были. Это у нас здесь провязано 25 столбиков. На каждую ножку 4 по 5 петелек. Это 18, 7. Значит, между ножками сделаю 7. Угу. Смотрите. Я сделаю между ножками 7 петелек, на каждую ножку по 5. И тогда у нас остается 8 петелек, то есть 4 здесь, 4 здесь. Вы уже смотрите сами, ножки шире, ближе друг к другу, как хотите. Я вяжу. Раз. Ну, тут уже просто за косички эти, да. 2. 3. 4. Потом только за одну вяжу 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Со второй стороны 5 пропускаю. 1, 2, 3, 4, 5 в шестую. Ввожу крючок сюда, в следующую, и сюда, в шестую. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова 5. 1, 2, 3, 4, 5. И вот у нас 1, 2, 3, 4 столбика остается и угловая. Снова пропускаю здесь 1, 2, 3, 4, 5 в шестую. Здесь ввожу. Здесь ввожу. 1, 2, 3, 4. Так. На уголочке снова 3 в одну делаю. 1, 2, 3. Продолжаю по этой стороне. Обвязку. Смотрим, здесь у нас примерно 1, 2, 3 на 4 ряду закончилась ручка. Значит, здесь мы ввязываться, значит, здесь мы 1, 2, 3 до 4
ряда. То есть вяжем, оставляя 4 ряда, и потом ввязываем ручку, да. Обвязываем. Все поправляем красивенько, чтобы было. Так. Подходим уже. Сейчас. Так, вторая ручка наша где? Вот. Теперь снова в ручку и в тело. Надеюсь, вам все понятно. Просто обвязываем. Раз. Два. Три. Четыре. Не очень удобно, конечно, это делать, но зато игрушка прикольная получается. 5. 6. 7. 8. 8. Продолжаем вязать по телу. Ввязываем этот хвостик от ручки. Чуть-чуть ввязали. Обрезаем. Так. И довязываем до конца. Куда он вылазит? Сейчас его спрячу. До конца ряда, до уголочка. На уголочке делаем опять 3 в 1. Убегает, убегает. Так, с ушками, между ушками у меня будет 3 столбика. На ушке, так же как и на ножке, по 5 столбиков. Это 13, минус 25, минус 13, 12. Значит, с каждой стороны по 6 петелек. Так, вот в угловую делаем. 1, 2, 3. Ну и тут снова, простите. И тут снова косички пойдут. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
На ушко 5. Раз, два, три, 4, 5. Так, здесь 5 пропускаем. Раз, два, три, 4, 5. Значит, сюда. Где там у нас? Вяжем 3. Раз, два, 3. Снова 5. Петелька за переднюю часть. Раз, два, 3, 4, 5. И у нас раз, два, 3, 4, 5, 6 остается. Сейчас здесь отсчитываем. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И вяжем. Раз, два, 3, 4, 5. 6. И на уголочке тоже вяжем 3 в одну. Раз, два. Третью сделаем соединительным столбиком, обрежем ниточку, вытянем. Так, в соседний столбик введем крючок, на обратную сторону выведем, чтобы сделать здесь аккуратненько. Все, так, я здесь сейчас выведу одну сюда, вот, подальше, и вторую сюда подальше. Что она зацепилась. Так. Вот. Завяжу узелок. Обрежу. И спрячу. Так, ну вот, такой зайка у нас получился. Ушки у него вытягиваются с ножками вместе. Ушки шуршат, ножки гремят, хвостик. Я еще немножко отпариваю, но после ВТО. Все. Легких вам петелек. Спасибо, что были со мной. Буду благодарна вашим лайкам, подпискам, комментариям. Пока.